Кухня авианосца готовит 17 тысяч блюд каждый день, чтобы накормить 5000 человек на борту. Звучит невероятно, но этот плавучий город работает как огромный ресторан, который не закрывается ни на минуту. И то, что происходит на его камбузах, поражает даже бывалых поваров. Представьте себе корабль длиной больше 3 футбольных полей, поставленных в ряд. На его палубах, в узких коридорах, машинных отделениях и на командных постах живут и работают тысячи людей. Это не просто военная база, это целый населенный пункт, который плывет посреди океана. Иногда за тысячи километров от ближайшего берега. Здесь есть своя больница, своя почта, свои парикмахерские, спортзалы и даже небольшая церковь. Но самое главное, здесь есть кухни, которые никогда не гаснут. Экипаж работает круглые сутки, посменно. Пока одни спят, другие поднимают самолеты в небо, чистят палубу, чинят двигатели, стоят на вахте. А значит, кто, то всегда голоден. В любой момент, будь то 3 часа дня или 3 часа ночи, на корабле найдется человек, только что закончивший смену, которому нужна горячая еда. И кухня обязана его накормить. Чтобы понять масштаб, достаточно одной цифры. За сутки экипаж съедает столько, сколько небольшой город не осилит и за неделю. Тонны мяса, овощей, круп, тысячи яиц, целые горы хлеба, которые здесь пекут прямо на борту, ночью, чтобы к завтраку он был свежим. Все это нужно не просто приготовить, все это нужно где-то хранить, вовремя достать, разморозить, обработать и подать так, чтобы никто не заметил, что обедает в стальной коробке посреди бушующего моря. Повара на камбузе работают в условиях, которые сломали бы любого шеф-повара с берега. Качка, жара у плит, теснота, жесткий график и полное отсутствие права на ошибку. Ведь если кухня станет хотя бы на несколько часов, начнутся проблемы, о которых на гражданке даже думать не приходится. И вот тут возникает вопрос, ответ на который знают только те, кто хоть раз спускался в самое сердце этого плавучего города. Как вообще устроен день на камбузе авианосца? И почему один, единственный сбой в этой системе способен поставить под угрозу боеспособность всего корабля? Ответ начинается с того, что на авианосце не одна кухня, а несколько. И работают они совершенно по-разному. На большом корабле бывает до 7, и у каждой своя задача, свои повара и свой ритм. Это не прихоть и не роскошь. Это единственный способ накормить 5000 человек, не выстраивая их в очередь длиной в пол корабля. Главный камбуз – сердце всей системы. Именно здесь варят супы в котлах размером с ванну, жарят мясо противнями по несколько десятков килограммов за раз и готовят основную массу еды для рядового состава. Отсюда горячие блюда развозят по нескольким столам, разбросанным по разным палубам, чтобы люди не тратили драгоценные минуты перерыва на дорогу через весь корабль. Но рядовые матросы – это еще не все. У офицеров своя столовая со своим меню и своими поварами. У старшин отдельная кают, компания. У командира корабля и адмирала, если он на борту, кухня и вовсе работает по особому распорядку. Потому что за одним столом здесь нередко решаются вопросы, от которых зависит ход целой операции. Еда становится частью службы даже там, где, казалось бы, речь всего лишь об обеде. Отдельная история — летный состав. Пилоты, которые взлетают и садятся в любое время суток, физически не могут есть по общему расписанию. Для них существует своя точка питания, работающая тогда, когда нужно им, а не когда удобно кухне. Голодный пилот за штурвалом истребителя — это не тот риск, на который кто-то готов пойти. А еще есть кофейни и небольшие закусочные, где ночью можно взять что-то перекусить прямо на ходу. Есть пекарня, которая гудит, пока весь корабль спит. Есть цех, где готовят только выпечку и десерты. 7 отдельных производств, работающих одновременно в разных концах стального города. И все это должно быть накормлено, снабжено и синхронизировано. Именно здесь и кроется главная сложность, о которой мало кто задумывается. Ведь чтобы все эти кухни заработали хотя бы на один день, кто-то должен был заранее загрузить на борт немыслимое количество продуктов. И то, как это делают, похоже на военную операцию само по себе. Загрузка продуктов на авианосец начинается еще в порту, за несколько дней до выхода в море. К борту подъезжают грузовики один за другим и на палубу поднимают палеты, обтянутые пленкой. Сотни, тысячи. Крановщики работают без перерыва, вертолеты снуют туда-сюда, а десятки матросов выстраиваются в живую цепь, передавая коробки из рук в руки. Так грузят то, что не поднять техникой быстрее людей. Счет идет на тонны. На один длительный поход берут сотни тонн одной только еды, несколько сотен тысяч яиц, десятки тонн мяса и птицы, тонны картофеля, лука, моркови, риса, муки, кофе, мешками, которые исчисляются тоннами, потому что без кофе экипаж, работающий по ночам, просто встанет. И все это нужно не свалить в кучу, а разложить по строгой схеме. На корабле есть огромные морозильные камеры и склады, холодильники,
где температура держится годами без боя. Продукты сортируют так, чтобы первым в дело шло то, что портится быстрее. Свежие овощи, зелень, фрукты. Замороженное мясо и консервы ждут своей очереди неделями. Существует целая наука о том, в каком порядке все это доставать, чтобы к концу похода на столе все еще оставалась нормальная еда, а не одни сухари. Логистикой заведуют специальные люди, интенданты. Они ведут учет каждого ящика, каждого мешка муки, зная точно, на сколько дней хватит запасов при текущем расходе. Ошибка в их расчетах стоит дорого не добрал, и через месяц в океане кормить экипаж будет нечем. Перебрал, и часть продуктов сгниет, заняв место, которого и так вечно не хватает. Но и это еще не конец истории со снабжением. Ведь поход может длиться месяцами, а трюмы не бездонные. И тогда начинается то, что кажется почти невозможным. Авианосец пополняет запасы прямо в открытом море, на полном ходу, не останавливаясь ни на минуту. Пополнение в море выглядит так, будто два огромных корабля решили пройти вплотную друг к другу на полном ходу, и это не преувеличение. Судно снабжения подходит к авианосцу сбоку, на расстояние всего в несколько десятков метров, и оба идут параллельным курсом с одинаковой скоростью. Между ними океан, волны, ветер, и малейшая ошибка рулевого грозит столкновением двух махин водоизмещением в десятки тысяч тонн. Сначала с корабля на корабль перебрасывают тонкий трос. За ним тянут второй, потолще, потом еще крепче, пока между судами не натягивается настоящая канатная дорога из стальных тросов. По ней, как по горному подъемнику, начинают ездить подвесные тележки с грузом. Ящики с продуктами, коробки, палеты — все это плывет по воздуху над бурлящей водой, раскачиваясь на ветру. Часть груза перебрасывают вертолетами. Машина зависает над палубой снабженца, подхватывает на тросе сетку с ящиками и переносит ее на авианосец. Туда-сюда, рейс за рейсом, иногда сотни раз подряд. Так за несколько часов на борт поднимают то, на что в порту ушли бы сутки. Все это время на палубе кипит работа. Матросы принимают груз, тут же цепляют пустые тележки обратно, растаскивают ящики по трюмам. Никто не стоит без дела, потому что окно на пополнение ограничено. Чем дольше два корабля идут борт к борту, тем выше риск. Поэтому команды тренируют эту операцию до автоматизма, снова и снова, пока каждое движение не станет рефлексом. И вот когда последняя палета опущена в трюм, а тросы отданы, корабли расходятся, и авианосец снова остается один на один с океаном, уже с полными кладовыми. Теперь весь этот груз предстоит превратить в еду. И начинается самое интересное. То, что творится за дверями камбуза с раннего утра, задолго до того, как первый матрос сядет завтракать. Первые повара спускаются на камбуз, когда весь корабль еще спит, за несколько часов до общего подъема. В это время в цехах уже гремят кастрюли, шипит масло на огромных сковородах, а из пекарни тянет свежим хлебом, который замесили еще ночью. К завтраку все должно стоять на раздаче, а значит, работа начинается посреди ночной вахты. Готовят эту армию людей не сотни поваров, как можно было бы подумать. На большом корабле кухонным делом занято несколько сотен человек. Но, собственно, профессиональных коков среди них меньшинство. Остальные — это матросы с других специальностей, которых на время отправляют помогать на камбуз. Чистить картошку, мыть посуду, таскать ящики, драить полы. Такая временная кухонная повинность. Обычное дело на флоте. И через нее проходит почти каждый. Настоящие повара при этом люди с серьезной подготовкой. Их учат готовить не 10 порций, а 10 тысяч. А это совсем другая профессия. Здесь нужно уметь рассчитать закладку так, чтобы суп на 5000 человек получился одинаковым на вкус и в первом черпаке, и в последнем. Ошибся с солью на главном котле, и весь обед в помойку, а второго шанса и запасного котла нет. Работают они на технике, которой позавидует любой ресторан. Картофелечистки, перемалывающие мешки за минуты, тестомесы размером с бетономешалку, котлы с паровым подогревом, посудомоечные линии, через которые за час проходят тысячи подносов. Без этих машин накормить экипаж вручную было бы просто невозможно. Никаких рук не хватило бы. Смены на камбузе долгие и тяжелые. Пока корабль бодрствует круглые сутки, кухня не имеет права остановиться ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин, ни на ночной перекус. Повара валятся с ног, но держат ритм, потому что знают простую вещь. Они кормят тех, кто в любую секунду может пойти в бой. И вот здесь всплывает деталь, которую посторонний не заметит никогда. Среди всех этих тысяч блюд есть одно место на корабле, где к еде относятся с почти религиозной серьезностью. И причина этого не в голоде. Речь идет о кофе, и на военном корабле это не просто носто-напиток, а почти отдельный вид снабжения.
Кофейники на камбузе не выключают никогда. Они кипят и днем, и ночью, и в шторм, и в бою, потому что человек, отстоявший 6 часов на вахте посреди океана, держится на ногах во многом благодаря этой черной жидкости. Останови подачу кофе, и через сутки половина экипажа начнет клевать носом на постах. Флот и кофе связаны так давно и так крепко, что это уже часть морской культуры. Существует старая традиция: кофейник в машинном отделении или на посту должен быть полным всегда, и тот, кто допил последнюю чашку, обязан заварить новую. Нарушить это правило значит нарваться на всеобщее презрение, потому что следующий уставший вахтенный придет и не найдет ничего, кроме пустого котелка. Пьют его литрами и почти без сахара, крепким, горьким, обжигающим. Для тех, кто работает по ночам в жарком гуле двигателей, это не удовольствие, а рабочий инструмент, такой же, как гаечный ключ. Не зря запас кофе на борту исчисляется тоннами, и интенданты следят за ним не менее строго, чем за мясом или мукой. Кончится мясо, будет невкусно. Кончится кофе, станет служба. Но кофе — это еще и способ хоть на минуту почувствовать себя человеком вдали от дома. Кружка горячего напитка в тесном закутке, короткий разговор с товарищем по смене, пар, поднимающийся от чашки. Для многих это единственная передышка за долгие часы. Мелочь, которая на суше не стоит внимания, посреди океана превращается в маленький ритуал, ради которого стоит дотянуть до конца вахты. За всей этой бесперебойной машиной питания стоит невидимая работа, о которой не думает почти никто из тех, кто сидит за столом. Потому что накормить 5000 человек – это полдела. Вторая половина начинается тогда, когда 5000 человек поели. Гора грязной посуды после каждого приема пищи – вот та вторая половина работы, о которой не подозревает почти никто. Десятки тысяч подносов, тарелок, кружек и приборов в сутки нужно собрать, отмыть и вернуть в оборот. Иначе следующей смене просто не из чего будет есть. Посудомоечные линии гудят почти без остановки, и вокруг них тоже стоят люди, отдувающие ту самую кухонную повинность. Работа грязная, мокрая, бесконечная, и без нее весь плавучий город встанет так же надежно, как без топлива. Но именно на фоне этой изнурительной рутины и раскрывается главный секрет корабельной кухни. Она держится не только на дисциплине и расчете, она держится на умении в нужный момент дать людям почувствовать, что они их помнят. И флот довел это до искусства. По воскресеньям и в праздники меню резко меняется. Вместо привычной массовой еды на раздаче вдруг появляются стейки, жареные на гриле, креветки, а на больших американских авианосцах в особые дни – настоящий лобстер. Посреди океана, за 1000 километров от берега, уставший матрос получает на обед то, что на суше подают в дорогих ресторанах. И делается это намеренно. Сытный праздничный стол посреди похода поднимает боевой дух, не хуже, чем письмо из дома. День рождения на борту не забывают тоже. Пекари достают из своих печей торт, и человек, оказавшийся в свой праздник за 1000 миль от родных, получает кусок с зажженной свечой прямо в кают-компании. Мелочь. Для того, кто 8-й месяц не видел семью, это едва ли не главное событие недели. Вот теперь и складывается ответ на все, с чего началась эта история. 17 тысяч блюд в день – это не про то, чтобы просто набить желудки. Это гигантская, отлаженная до секунды система, которая кормит экипаж вкусно и вовремя, потому что от настроения и сил этих людей напрямую зависит, взлетят ли самолеты и выстоит ли корабль. Голодная команда не воюет, и флот усвоил это давно. Ровно в полночь на камбузе снова зажигается свет раздачи. Начинается тот самый ночной прием пищи, который на флоте зовут просто четвертой едой. Пока корабль скользит в темноте, из машинных отделений, с постов управления и летной палубы к столовым тянутся люди, только что сменившиеся с вахты. Для них полночь – это их обеденный перерыв. И кухня встречает их горячим, так же, как встречала утреннюю смену завтраком. Меню в этот час проще, но сытное. Супы, макароны, жареная картошка, яичница, бутерброды – то, что быстро восстанавливает силы посреди рабочей ночи. Кто-то есть молча уставившись в тарелку, кто-то травит байки соседам по столу, кто-то просто греет руки о кружку с неизменным кофе. Через час они разойдутся обратно по постам, а их места займет новая смена. И так по кругу до самого рассвета. На камбузе к этому времени уже думают о завтраке. Пока одни повара отпускают ночную порцию, другие достают из холодильников яйца, замешивают тесто, ставят вариться первое. Между последним ночным подносом и первой утренней тарелкой проходит всего пара часов. Кухня фактически не закрывается вовсе, просто перетекает из одних суток в другие без единого перерыва. А где, то в трюме тем временем горит лампочка над складом, и дежурный интендант при свете этой лампы вычеркивает в журнале очередной день похода. Он знает точную цифру, сколько осталось муки, сколько мяса, на сколько еще суток хватит кофе. Завтра он снова сверит расход, снова спустится в морозильные камеры, снова пересчитает ящики. И так каждый день, пока корабль не вернется домой и последний матрос не сойдет по трапу на берег сытым.